Первое свидетельство космонавтов, впервые увидевших нашу планету в образе голубой звезды, осталось в памяти на всю жизнь. По их словам, наша планета могла уместиться в ладонях. Ее хотелось баюкать, лелеять, как единственного ребенка. Мы вышли в космос, чтобы посмотреть на себя со стороны. И сопоставление этой абсолютной истины с нашей повседневной жизнью вызывает глубокую печаль. Пожалуй, это величайшая драма из всех мыслимых драм всего прошлого и настоящего. В Шекер, в свои родные места, я наезжаю довольно часто по разным делам. И всегда волнуюсь, завидев еще издали сине-белые снега Таласского Алатон. Знанием народной жизни я во многом обязан своей бабушке Аймхан и ее дочерям, моим теткам Харагыз и Куляевым Айтматовым. Благодарю судьбу, что я видел и знал этих замечательных женщин. Они оказались для меня истинным кладезем по части старины и семейной хроники, народных сказок и песен. Чудо родной речи необъяснимо. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может наполнить душу поэзией, пробудить в человеке первые истоки национального самосознания, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, культуре, к родине. Я не буду говорить здесь о Луи Арагоне, о том, что значило для меня и моих первых книг поддержка и признание этого крупнейшего мастера французской литературы XX века. Но когда впервые возникла мысль о создании Иссык-Кульского форума, этого интеллектуального братства близких по духу, по образу мышления людей, я, конечно, с сожалением подумал прежде всего о нем. Был бы он жив.
Я считаю событиями в моей человеческой писательской судьбе встречу с такими людьми, безвестными и известными. Одарив меня дружбой, они внушили мне веру в жизнь, в истину. Если бы меня спросили, кого я знаю из великих людей своего народа, я, пожалуй, первым назвал бы Саякбая Харалаева. Акыны поют о времени, имея в виду суть человеческого пребывания на земле. И хотя само время неизмеримо и не может быть остановлено ни на мгновение, фотография, кинопленка все же как бы останавливает его, запечатлевая для нас и потомков наших образ времени. Глядя на эти чудом дошедшие до нас кинокадры, я думаю о том, что в те годы меня, пожалуй, еще не было на свете. Но они были. Они обитали в этих краях издавна. Это мои истоки. Они еще продолжали жить, как и прежде, как жили их предки. Они еще жили в неведении, что грядет ураган обновляющего и сокрушающего исторического хода. Они были последними накануне исхода. Времени оставалось считанные дни. Хотели они того или нет, но их извечной жизни, тяжкой, надсадной, беспросветной, и в то же время вобравший в себя огромный опыт выживания, опыт поколений, приходил конец. То были последние дни перед новым началом новой эпохи. И вот они, выдвинутые крутой волной революции в гущу тогдашних событий. Первые деятели, первые сыны пробудившегося края. Каждый из них был революционером и просветителем. Они верили в революцию беззаветно, фанатично и бескомпромиссно. Они жаждали преобразить жизнь народа в корне, бесповоротно и навечно. В этом было их величие и неповторимость. Они не предполагали, что жизнь гораздо сложнее, чем хотелось бы им. И в том значимость их трагедии и уязвимость.
том легионе был и мой отец Төрекул Айтматов. Гипноз тоталитаризма вошел в их жизнь в первые же дни вместе с революцией. Он был нов, пугающий и заманчив. До отрезвления было еще далеко. Увлечение было поголовно. На той волне отрицания и обновления, на волне порыва к свету и равенству, они начали свой великий марш-поход в социализм. Они были захвачены тем движением духа. Это было грандиозно и головокружительно. И в том вихревом, сомнамбулическом самозавораживании мы теряли ощущение реального. Мы не замечали,
потом старались не замечать расхождение между словом и делом, между постулатом теоретических доктрин и тем, чем оборачивались они для народа. И если бы все задуманное они осуществляли без штурмовщины в словах и решениях, если бы любое свое действие соотносились с законами правды, добра, если бы не пытались перемахнуть через десятилетия, разом оказаться на совершенно другом социальном и экономическом уровне, мы, пожалуй, достигли бы многого. Социализм побеждал и, побеждая, порождал свое жестокое отрицание. Можем ли сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно такого рода деятелями? Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на свете. Всякие бывают деятели на свете. Голос вождя, Есть люди, о которых мудрого не скажешь, и родного. то ли хорош, то ли Нет, плох, люди слушали его не по принуждению. то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Ты родник нашей жизни, Сталин, наше славное знамя, Сталин, наших помыслов ты исток, озаряешь ты весь Восток, Запад весь озаряешь ты, и весь мир согреваешь ты. На этих портретиках выдающиеся умы человечества, классики литературы, мыслители и ученые. А вот соратники, неизмеримо почитаемые. А вот и сам, нечто неземное и поднебесное, Богодух, Богочеловек. Такова оказалась метаморфоза пролетарской революции. А вот язык, на котором предлагалось говорить толпе. Собакам собачья смерть, расстрелять взбесившихся собак, уничтожить волчью стаю, раздавить гадину, уничтожить, истребить, раздавить. Они не имеют права жить. Человек, лишенный прошлого, страшен. В нем не остается тех сдерживающих начал,
что впитываюсь еще с молоком матери, с теми песнями и сказаниями, которые он слышит от нее. И если человек лишен всего этого, если ни памяти народа, ни памяти сердца у него нет, если такое состояние духа намеренно взращивается и культивируется, то ничего не остановит его в деяниях, из которых навсегда ушли добро и сострадание. И тогда бредовый призрак сказания о Манкурте становится будничной реальностью. Вот к этому пришли. Сами себе врагами оказались. И не было им от своих никакой пощады. Поднявшись на заре революции, строить новое общество, они не угодили тому, кто фактически обличил себя властью императора. И в этом была великая ирония судьбы. Мой отец не избежал участи лучших сынов своего народа. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян. На многие годы на нас с матерью легло неизгладимое клеймо. Семья врага народа. Но даже тогда мать всегда говорила: держи голову гордо. И если спросит, говори: я сын Төрекулы Айтматова. түгін туйғындарға болсын ай естелік. Я не смог бросить горсть земли на могилу отца. Я смог лишь посвятить его памяти свою повесть «Материнское поле». Отец, я не знаю, где ты похоронен. Посвящаю тебе Төрекулу Айтматову. Мама, ты вырастила всех нас четверых. Посвящаю тебе Нагиме Айтматовой.
Акыны, плакальщицы слагали перевальные плачи по тем близким, родным людям, которые, случалось, погибали в снегах и пропастях, оставаясь там навеки непогребенными. Сегодня мы слагаем перевальные плачи по тем, кто погиб в каменных жерновах переломных, перевальных лет 20-х и 30-х, 40-х и 50-х. Годы Великого Перелома. Сегодня в этих словах нам слышится совсем иной смысл. Я хорошо помню, как она началась, война. Продлись война еще год, и я бы пошел вслед за старшими товарищами, с кем когда-то рос, провожать на станцию Маймак. И поэтому я отношу себя к военному поколению. Самому не верится, что совсем мальчишкой я работал секретарем Аильного совета, сменив на этом нерадостном посту ушедшего на войну. Что ни день в сельсовет поступали черные бумаги, похоронные извещения с фронта. Это была тяжкая ноша. Приносить в семьи погибших эти несколько строк. Вместо сына, мужа, отца. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное, наши ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, наше мужество несли мы солдату-победителю. О, победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, победа! Здравствуй и прости наши слезы. Прости всех нас, победа. Прости за наши крики. Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие?
Как мы верили, что теперь с победой жизнь будет совсем другой. Она просто не может не быть другой. Ведь мы же победили. Но отгремели залпы праздничных салютов, и личности снова были не нужны, потому что войну выиграл он, и только он, и рядом никого быть не могло. Духовное рабство может быть и добровольным, и даже желанным, сладострастным и ревностным. Когда люди долгие годы унижены, не в состоянии противостоять произволу и жестокости, они готовы обоготворить само это зло. Они находят в том некую внутреннюю компенсацию своему бессилию, некое иллюзорное слияние с этой суперменствующей данностью, поклонение которой становится для них нормой жизни. Теперь мы понимаем, все это свидетельствовало о духовном нездоровье нашего общества в целом. Но тогда еще мы не догадывались об этом. Говорят, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Мы не смеялись. Мы плакали, когда хоронили его. Плакали искренне. И, наверное, так было потому, что оплакивали не только мудрого вождя и учителя, но и себя, все то, что было в нас погублено им и о чем мы не могли себе признаться. Цитируя слова Сталина, я назвал один из своих первых рассказов «Мы идем дальше», написанными еще в бытность студентом. Парадоксы судьбы. Сын врага народа, сталинский стипендиат,
Наверное, я был заметным студентом. Вот даже попал в кинохронику тех лет. Теперь я понимаю, то был мой путь к самоутверждению и ответная реакция на те годы. Тогда, в середине 50-х, надо было иметь мужество, чтобы встать на пути сталинского административно-командного молоха. У Хрущева это мужество нашлось. Казалось, пришло время возрождения. Шло освобождение, шла реабилитация миллионов и миллионов, шло утверждение в стране новой атмосферы, более свободной, более демократичной. Был реабилитированный мой отец. Моя мать получила об этом несколько строк. Праздновать весну было рано. То была лишь оттепель. Романтический пафос целинных десантов тонул в распутице. Все можно довести до абсурда. Самые благие начинания. И интенсивное освоение целины, которое обернется черными бурями на огромных площадях, и повсеместное навязывание ни в чем не повинной кукурузы, благо у руководителей на местах, рвение отличиться в глазах центрального руководства всегда хоть отбавляй. И Никита Сергеевич Хрущев вряд ли предполагал, что и его судьба завершится горькой драмой.
трансформация вождя и толпы продолжалась. Этап зрело, развито. Каковы бы ни были. Что происходило с нами в последние годы? Спрашиваем мы теперь друг у друга. Ведь все видели, понимали и молчали. Разве не было повода для горьких размышлений о совести, о двойной морали и лицемерии? Компромисс устраивает многих. И тех, кто не утруждает себя совестью, и тех, кто честен, но не может отказаться от удобной жизни. Выгоднее становится полуправда, полумеры, мирное сосуществование нравственности и порока. Так нарастает распад личности, кризис общества. Из человеческой оболочки исчезает сам дух человека. И в этом, опять-таки, вина каждого из нас, наша, моя вина. Народ убеждали, что он вот уже 40 лет пользуется благами мирной жизни, а его сыны в это время гибли на чужой земле, и весь мир был заложником у ядерной бомбы. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сарозёки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись примирительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. У меня иногда спрашивают, уранный полустанок из романа «И дольше века длится день» — это вымысел? Стоит выглянуть из окна любого поезда, и мой вымысел предстанет перед вашим взором, как сама жизнь. Иметь богатое государство при бедном населении – этого никогда не было и быть не может. И все же эта абсурдная идея властвует до наших дней. Стоит ли удивляться, что в итоге мы оказались в числе первых по заболеваемости и смертности и в числе последних среди цивилизованных стран по
по качеству жизни. И по сей день многим не верится. Так где она, путеводная звезда нашего идеала? Каким энтузиазмом и верой пели мы вместе с отцами. Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановку. Но кто бы задумался тогда над уязвимостью и двусмысленностью тех наивных и пламенных слов. Да, нашему народу волю исторических судеб было дано многое, но какой дорогой ценой пришлось за это платить. Произошла крупнейшая деформация целей социализма, когда не идея служит народам, а народы превращаются в средства утилизации этих идей, как дрова для огня. Время – категория нравственная. Во времени человек рождается, живет и умирает. И от того, какое время на дворе, часто зависит, станет ли человек тем, кем он должен стать, личностью, ощутит ли свою причастность к жизни и делам народа, ко всему роду человеческому. Бывают времена разные, грозные и безмятежные, но самое большое несчастье для человека – жить во времена, когда слова расходятся с делами, когда разбивается душа, когда то, что видишь и чувствуешь, что знаешь, находится в полном противоречии со всем тем, что утверждается свыше. О чем думают эти дети, глядя на проходящие мимо их жизни поезда?
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلهي آمين اللهم بلغني ثواب هذه تلاوة القرآن إلى О чем думают эти старики, которые давно уже не связывают с этими поездами свои помыслы и надежды? И, возможно, не случайно думалось Эдигею, прожившему весь свой век на этом полустанке, никто не знает и никогда не узнает, есть ли Бог на свете или нет. Я хочу верить, что Ты есть, и что Ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к Тебе с молитвой, я обращаюсь через Тебя к себе. И дано мне в этот час мыслить так, как если бы Ты мыслил сам, Создатель. Прости мне это кощунство. Но если человек не может возомнить себя в тайне Богом, ратующим за всех, как должен бы Ты ратовать о людях, то и Тебя, Боже, тоже не станет. А мне не хотелось бы, чтобы Ты исчез бесследно. Аминь. Я тоже часто думаю об этом. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. Мне почему-то кажется, в последнее время снизилась потребность в истинно творческих личностях. Происходит как бы отталкивание творчества от общественных структур, его отчуждение и усреднение. Но ведь всеобщая стандартизация убийственна. Пришло время думать обо всем этом. Ведь если взять во внимание всю протяженность на земле человеческого рода, то счет истории пошел уже на часы и минуты. Поезд второго тысячелетия слышно уже на последнем перегоне, и семафор ему уже открыт. На таком расстоянии трудно не задавать себе этот вопрос. Какой она будет в 21 веке жизнь людей?
Взгляни на меня, волчья богиня на луне. Это я, Ахбара. Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю? А сосцы мои разбухли от молока, и некого споить мне, некого вскормить. Лишилась я моих волчат. О, где они и что с ними? Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет места нам. Видно, нигде нет места волкам. И если не сойдешь, волчья богиня Бюряна, возьми меня, сирую волчицу, мать Ахбару, к себе, и буду я жить на луне, жить с тобой и плакать о земле. Есть в киргизском фольклоре удивительный эпос Ходжоджаш. Он восходит к тем временам, когда человек и природа еще не были разделены. Молодой охотник кормились племени, истребляет в горах диких коз и навлекает тем самым кару на себя. Он оказывается на крутизне, откуда нет хода ни вниз, ни вверх, и человек гибнет. Вот так уже в мышлении древних звучала тревога о возможном экологическом тупике. А что же мы в эпоху суперускорителей и космических модулей? И в этой происходящей на наших глазах и по нашей вине гибели орала я вижу прообраз и того бедствия, которое угрожает и нашему Иссык-Кулю, и только ли Иссык-Кулю. Наши потомки будут судить о нас не по нашим благим порывам и заверениям,
Они будут судить о нас по той земле, которая достанется им в наследство. Находясь в разных концах света, мы, тем не менее, думаем об одном и том же. Тревоги зовут и ведут нас. В Вене, на встрече Сокульского форума, мы много размышляли об этом с Александром Кингом, председателем Римского клуба. Древние религии, предания, мифы оживают в человеческой памяти не случайно, а их социально-нравственный опыт отнюдь не безоблачен. Это чаще всего кровоточащая летопись бед и страданий народа, его неукротимого стремления к высшей истине. История Иисуса Христа дает повод сказать современному человеку нечто сокровенное, новое, что мы познали именно сегодня, и в частности сказать о глобальной уязвимости человеческого мира. Веками людей подвергали в священный ужас картины апокалипсиса. Но именно сегодня осознание реальности этой угрозы заставляет меня пытаться доказать, что надо бояться не вымышленного мистического конца света, а того, что мы сами можем совершить и что может стать в любое мгновение страшной действительностью. И все же хочется верить, что в конечном счете личность победит государство, культура победит политику, совесть победит насилие.
мы бы видели в этом торжество разума. Пронзительно щемящее свидетельство космонавтов, увидевших нашу планету в образе голубой звезды, казалось, она может уместиться в ладонях. Ее хочется баюкать, лелеять, как единственного ребенка. Неужели мы вышли в космос для того, чтобы посмотреть на себя со стороны? Не могу объяснить, почему приходит в этот час на память молитва маленькой монахини Бахьяны. Прошу лишь об одном. Яви такое чудо. Пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним, изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть он плывет, корабль тот, что при вахте неизменный. Пусть он плывет из океана в океан, и чтобы волны бились в корму его, и слышался бы несмолкаемый и гул, и грохот. И пусть корабль тот держит путь во светлый град на дальнем океанском бреге, хотя пристать к нему вовеки не дано.